Всем огромный привет, друзья! Сегодня я хочу приготовить очень вкусную выпечку. Ну, естественно, у меня есть желание поделиться этим рецептом с вами. Хотя я знаю, что очень многие из вас эту выпечку знают и уже не один раз выпекали. Но я сегодня покажу, как это делаю я и что у меня получится. Для этой выпечки я уже приготовила все продукты. Это мука, творог, сметана, сахар, ваниль, разрыхлитель, сливочное масло, яйца. Ну, вот такой большой список продуктов. Но я так думаю, что вы уже даже догадались, что я буду готовить. Пишите сразу в комментариях. Итак, я буду начинать с теста. И пока я все приготавливаю, вы не забудьте подписаться на мой канал «Моя кухня». Пишите, конечно же, свои комментарии по поводу этого рецепта, готовили, не готовили, как вам нравится, не нравится. Ну а в конце видео я, конечно же, буду ждать от вас оценку своей выпечки. Поставьте мне лайк или дизлайк. Все продукты у меня комнатной температуры, я их приготовила еще с вечера, кроме сливочного масла. В чашку просеиваем муку. Как я уже говорила, кто-то муку просеивает, кто-то нет. Некоторые мне писали в комментариях, что это совершенно не обязательно делать, поэтому делайте это на свое усмотрение. Но я муку всегда просеиваю. Добавляю сюда разрыхлитель и все хорошо смешиваю. Вместо разрыхлителя вы можете добавить соду. Эту выпечку мне больше нравится готовить с содой. Но у меня на данный момент ее нет, поэтому я использую разрыхлитель. А если у вас есть сода, добавьте 1/2 чайной ложки соды. Все, это отставляем пока в сторону. В отдельную чашку отправляю сметану, сахар, ванильный сахар, щепоточку соли и 1 яйцо. Теперь все это хорошо смешиваем. Я смешиваю это до тех пор, пока не растворится сахар. Если у вас нет сметаны, можно взять йогурт греческий, он тоже сюда подходит. Так, все хорошо, все смешала, и это пока тоже отставляю в сторону. В чашку отправляю сливочное масло. Теперь масло я буду взбивать миксером, чтобы оно прям вот стало посветлее. Если у вас нет сливочного масла, вы можете заменить его сливочным маргарином в том же количестве. Рецепт я напишу в описании под видео. Всего лишь 2 минутки, и масло хорошо взбилось. Теперь соединяем сметану с сахаром и масло. И взбиваем еще 1-2 минутки. Все хорошо смешали. И теперь быстренько будем смешивать тесто. Все, друзья, песочное тесто готово. Совсем чуть-чуть припыляю стол мукой. Выкладываю сюда тесто. И так чуть-чуть обваливаю его в муке. Округляю его. Приготовьте пленочку. Смотрите, какое тесто получается. Оно отличное. И обязательно его нужно накрыть. Накройте или чашкой, или пленочкой, вот, или пакетиком. И буду готовить сейчас творожную начинку. Так, делаем сейчас начинку для нашей выпечки. Я пока еще так и не назвала, что я готовлю, но я думаю, мои подписчики напишут в комментариях, что это будет за выпечка. Добавляю сюда сметану, сахар. Сразу же сюда добавляю муку. Добавляю 1 белок яйца. И хорошо все смешиваем.
Все, творог готов. Стол присыпаю мукой и буду раскатывать тесто. Тесто раскатала, и теперь вот такой крышкой буду вырезать кружки. Диаметр этой крышки где-то 10 миллиметров. Обрезки теста также собираем в комочек, раскатываем его и вырезаем кружочки. Из этого количества теста у меня получилось 13 кружочков теста. Теперь выкладываю творожную массу на тесто с одной стороны. Теперь аккуратно берем сочник, сворачиваем вот так вот и выкладываем на противень. Теперь смазываем тесто, желток с молоком у меня. Теперь отправляю тесто в заранее разогретую духовку 190 градусов минут на 15-20. Прошло 20 минут. Выпечка уже готова. Смотрите, какая красивая. Решила попробовать, хотя горячую выпечку есть нельзя. Очень вкусно получилось. Тесто безумно вкусное. Вот сахар в тесто я добавила нормальное количество, а в творог можно сахара добавлять меньше. Я напишу полностью весь рецепт, вот, но сахара добавьте немножко меньше. Конечно, если вы сладкоежка, хотя вы знаете, для такой сладкоежки, как я, даже мне много в твороге сахара, поэтому уменьшайте его количество. Я их, видите, вилочкой здесь порезала перед выпечкой, поэтому они у меня здесь полопались. Можно это и не делать, просто смазать желток с молочком и все. Но получились безумно вкусные. Тесто такое рассыпчатое все. И творог с кислинкой. Это очень вкусно. Готовьте с удовольствием, выпечка очень вкусная, рецепт проверенный, правильный, поэтому я думаю, вам понравится. На этом у меня все. Прощаюсь с вами до следующего видео. А с вами была моя кухня и я, Людмила. Всем пока!